Когда Владимир Путин только пришел к власти, в стране фактически не было государственной добычи и переработки нефти. Таким вот образом начнем сегодня видос. Но он не про нефть у нас будет. Так вот, Роснефть представляла собой полуживое образование из каких-то недоприватизированных мощностей, которые, сменяя друг друга, добивали красные директора. Что-то там принадлежало регионам, были какие-то ржавые вышки и пьяные слесаря. Но это все тлен и детский сад. Реальная нефтянка была развитым и конкурентным частным рынком, в котором государство не особенно-то участвовало. Сегодня у нас есть лишь одна крупная и формально независимая нефтяная компания – это «Лукойл». Вся остальная нефтянка страны оказалась не просто в руках государства, но в руках всего двух госкомпаний – «Роснефти» и «Газпрома». То же касается СМИ, инфраструктуры, транспорта, связи, банкинга. К концу десятых годов оказалось, что государство не может оставить в покое даже настолько базовую рыночную отрасль, как розничная торговля едой. ВТБ тогда купил сеть «Магнит». Но государство не только всасывало в себя все отрасли человеческой активности, оно также адски централизовалось внутри себя. Налоговая и управленческая вертикаль уже к концу нулевых были выстроены таким образом, что муниципальный и региональный уровень управления потеряли всякий смысл и превратились просто в большие бухгалтерии. Это не было никаким багом, это было целью. Мы не просто не дадим жителям Коврова избрать себе мэра, мы еще и не оставим этому мэру собственных денег никаких на то, чтобы даже лавочку поставить. Ведь каждая лавочка должна стоять в рамках федеральной целевой программы, и никак иначе. Школьное питание, выбор учебников и программ, вывоз мусора, борьба с пожарами не может в зрелом путинизме быть вопросов местного значения. Подо все нужно министерство или ведомство, госкомпания, стандарт и федеральный закон. Парадоксальным образом Путин смог построить систему более централизованную, чем была советская. Даже советская власть с ее всепоглощающим госпланом в тех отраслях, которые всегда были для нее важны, вроде ВПК, космоса, ядерной энергетики и оружия, понимала, что не должно быть лишь одного вертолетного, самолетного или танкового КБ. Не должно быть одного ракетного НИИ. Советская власть понимала, что внутри системы нужно поддерживать какую-то конкуренцию идей, подходов, концепций, ведомственных интересов и личных амбиций. Что КБ Туполева должно понимать, что кроме него есть еще КБ Ильюшина, Антонова, Яковлева. Что государство не примет и не пустит его проект в серию по умолчанию, может и другие взять. Только при таких условиях будет мотивация для новых качественных разработок и развития. А Владимир Путин создал Ростех, и теперь все, начиная от автоматного патрона и заканчивая танком и суперджетом, делает Чемизов. Именно поэтому произошедшее в этом году настолько изумительно. Потому что оно больше, чем сама война, противоречит всему, что Путин строил почти четверть века. Он везде строил вертикаль и монополии и с огромным подозрением относился к любой несанкционированной и неорганизованной активности из какого-то центра силы. И вдруг на войне допустил даже не либертарианство в своем самом радикальном изводе, но махновщину и анархию. Допустил в области применения насилия, где централизацию и глухую монополию поддерживают даже самые либеральные рыночные демократии. В истории России было много войн – захватнических, несправедливых и кровавых, освободительных и оборонительных. Но с тех пор, как на этой земле появилось централизованное государство, не было вопросов, а сколько у России вообще армий, в каких они отношениях друг с другом и кому они подчиняются. Российская армия, Росгвардия, чеченские полки, которые одновременно часть Росгвардии и личные войска Кадырова, народные милиции ДНР и ЛНР, которые полгода назад были национальными армиями псевдонезависимых государств, а после аннексии то ли вошли в состав Минобороны России, то ли не вошли. Губернаторские батальоны, которые как-то возникали и исчезали. И, конечно, ЧВК. Слово года и слово эпохи. Кажется, никогда еще никакие государства с такой легкостью и без особой нужды не раздавали монополию на насилие всем желающим. Вот, скажем, молодая советская власть с большой радостью перетягивала на свою сторону атаманов и полевых командиров всех мастей. На рубеже 10-20-х годов прошлого века, пока большевики еще не укрепились, действительно можно было собрать шайку, вооружиться и пойти воевать вольным стрелком.
Но едва новый режим встал на ноги и укрепился, он первым же делом передушил всех этих самочинных вождей народных масс. Потому что даже большевистское начальство, политтехнологических факультетов не заканчивавшее, понимало, что теперь эти ребята им страшнее любых белых. Что лояльны солдаты этих группировок только самим себе и своим командирам. Но особняком сегодня в этой всей истории стоит ЧВК «Вагнер», который же не просто шайка авантюристов, не какой-то добровольческий батальон, но настоящая частная армия. На ее вооружении есть бронетехника и авиация, и она ныне имеет сверхполномочия внутри самой России. Для Вагнера действует особый правовой режим полного отсутствия любых правил. И это будет иметь как краткосрочные последствия для самой войны, так и долгосрочные для России. Последствия для самой войны очевидны. Существование Вагнера создает внутренний конфликт, который будет нарастать и развиваться. Между Минобороны и группой Вагнера не может не быть постоянного конфликта. Не потому, что там люди такие или сякие, а просто по определению. Вагнер выкачивает ресурсы из армии. Армия должна снабжать ЧВК оружием, техникой и боеприпасами, попутно очень сильно напрягая себя бюрократически. Это же все дико незаконно. Никак нельзя осужденному, который должен в колонии сидеть, выдать со склада автомат. Но и масштаб не тот, чтобы все это можно было проводить какими-то устными просьбами. 50 тысяч человек, 5 дивизий – это вам не шутки. Это целую систему двойной бухгалтерии надо создавать. Если начальник базы отдаст вагнеровцам 20 БМП, а завтра к нему явится ревизия, он же должен им что-то показать, какую-то бумажку, на основании которой все это убыло. Куда делись БМП? Он же не может им карикатурно подмигнуть, дескать, все понимают, куда БМП поехали. Техника должна убывать на баланс каких-то частей. Оружие записываться на каких-то военнослужащих с номерами военных билетов. Причем тех и других надо как-то учитывать отдельно, ведь тоже, чтобы понимать, что вот в этот батальон, на который это записали все, на самом деле никаких бронемашин не поступало, а уехали они в Вагнер. Каждый, кто в своей жизни пробовал руководить любым коллективом более чем в 10 человек, понимает, какой это управленческий звездец. Какой эффект домино создает подобная двойная система. Когда мы в бумажку с печатью пишем одно, в бумажку для неофициального учета другое, а в базу третье. Даже в структуре, где всех участников можно собрать в одном кабинете, где каждый может поговорить с каждым, даже там эта путаница очень быстро приведет к неуправляемому бардаку. Один человек один раз перепутает, устанет, забьет или забудет, что цифры для себя мы пишем в розовые листочки, для налоговой в белые, а для инвесторов в желтые. Один раз одна маленькая цифра попадет не туда, и все. Этот снежный ком уже не остановить. Российская армия – это сотни тысяч человек, незнакомых между собой. И им приходится в обход собственных законов, правил и регламентов обслуживать какую-то левую контору, безо всякого формального статуса. Это управленческий коллапс. Кроме того, ЧВК нужно поддерживать на поле боя. Мы не знаем, как воюют наемники Вагнера, сидящие в окопах, но судя по тому, что они полгода долбятся башкой в Бахмут, не достигая успеха, их зловещая репутация больше пиар, чем реальность. И как бы они ни воевали, будь они хоть суперсолдатами из американских боевиков 80-х, им нужна артиллерийская и авиационная поддержка. Тыловые части должны их обеспечивать, автомобильные батальоны привозить новых людей, оружие, еду и технику к их позиции. С ними нужно делиться разведданными. Короче, вся та часть войны, которая происходит за пределами передовой, вся логистика, все это обеспечивается российской армией. Но это отвлекается масса ресурсов, которые не могут быть бесконечными. Если эта гаубица отстрелила снаряд в пользу наемников, то она не отстрелила его в пользу регулярной части. Если эта автоколонна перевозит зэков на фронт, то она не перебрасывает какую-то армейскую часть или не везет им боеприпасы. Помимо того, что армия должна ишачить на каких-то непонятных уголовников, в ущерб себе снабжать их ресурсами и недокармливать свои подразделения тыловой поддержкой, чтобы обеспечивать ею наемников, так при этом еще и сама ЧВК занята только тем, что об армии вытирает ноги. Еще один повод для конфликта. Вот посмотрите. Начальнику генерального штаба. Ты черт. Да больше воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. А мы тут сидим, не помогаем. Нам нужны снаряды, мы хотим их. Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем. Где ты? Помоги нам, наконец-то. назвать тебя
больше нечем, кроме одного слова это. Когда пацаны гибнут, где вы все? Ну, представьте себе ситуацию. Вы генерал с большими погонами. Не смогли выполнить задачу и вообще едва спасли свои силы от окружения, потому что ваши пушки и грузовики высочайшим указом перебросили на помощь Вагнеру. Вы остались без артиллерии, подвоза и эвакуации в ситуации, где нет иного разумного выбора, кроме как отступить. А потом вам же, человеку с большими погонами и амбициями, какой-то урка через свои помоечные СМИ заявляет, дескать, вы ни на что не годный кусок говна. И вообще, только он в этой стране умеет воевать. Российская армия и масса квази-армий, поставленные в ситуацию борьбы за ресурсы, не могут находиться в хороших отношениях. Между ними фундаментальный конфликт. Сам по себе этот факт даже неплох. Идиотическое решение воевать десяткам армий, создающие непременный конфликт между ними, мешает Путину добиваться своих целей, какие бы они ни были. Потому что конфликт за ресурсы и влияние у воюющих людей неизбежно приведет к конфликтам на поле боя. Ведь по-разному можно выполнять настойчивые просьбы вагнеровцев о снабжении или артиллерийской поддержке. Можно это сделать сразу, а можно немного погодя, когда уже, возможно, и помогать будет некому. А когда приказы уркаганов совсем в печенках поселятся, можно осторожно намекнуть противнику, где сидит их командный пункт, куда нужно целиться. Мы не знаем, происходит сейчас такое на фронте или нет. Но, представляя себя на месте генерала, получающего плевки из очередного телеграм-канала, вынужденного плясать под дудку каких-то упырей без погон и статуса, легко представить, что как минимум мягкий саботаж с его стороны вполне вероятен. Вот отправили к вам гаубицы, но они увязли в поле. Распутится, что поделать. А ведь такой саботаж на войне может стоить сотен и тысяч жизней. Российская армия, на благо всего человечества, и без того не эталон эффективности. Но избранный Путиным формат войны доводит неэффективность до хаоса. Если бы все заканчивалось только этим, то и слава богу. Очень даже неплохо, когда потешный император решил, что все законы, управленческие, политические, социальные, написаны не для него. Пусть дальше так думает. Но у всего происходящего есть более кровавое измерение, нацеленное в будущее. У нынешней войны, причем именно войны, не победы, а войны как образа жизни, у нее появились бенефициары. Для них не важно, останется Путин или не останется, сменит его Патрушев или Навальный. Старая или новая, никакая власть не станет терпеть этих ребят, вооруженных, обученных, с реальным боевым опытом, в полной мере ощутивших собственную безнаказанность, считающих себя как минимум равными государству, с амбициями быть государству-конкурентом. А что хуже всего, они способны совместно действовать, они организованы. При любой власти с концом войны Пригожина и всех его мелких подражателей ждет ночь длинных ножей. И те, кто эти ЧВК возглавляет, тот же Пригожин, не могут этого не понимать. Что то же самое государство, которое в припадке безумия решило, что ему нужны такие ребята, при первой же передышке пустит их под нож точно так же, как Мао бросил хунвейбинов. То есть все эти батики Махно, невероятно расплодившиеся и окрепшие за последний год, это единственные по нашу сторону границы интересанты того, чтобы война не закончилась никогда и никаким итогом. С любым исходом войны государство немедленно перестанет в них нуждаться. Опасно это тем, что любое положение вещей тем более устойчиво, чем больше людей заинтересовано в его сохранении и чем больше в их руках ресурсов. Из доступной публичной информации можно сделать вывод, что ситуация для режима Владимира Путина здесь развивается по очень опасной спирали. Чем дольше идет война, тем больше ресурсов в руках ЧВК. Людей, оружия, денег. Тем больше государство впадает в зависимость от них. А чем больше государство от них зависит, тем ниже его шансы устроить ту самую ночь длинных ножей, когда оно этого захочет. Когда мы говорим о каких-то точках напряжения внутри системы, то обычно имеем в виду тех людей, у которых есть физический доступ к Владимиру Путину. При этом мы часто забываем тех, у кого в руках самый непобедимый ресурс – вооруженные люди. Ни полиция, ни ФСБ с ними не справятся. Классические диктаторы, Сталин тому яркий пример, угрозу эту всегда осознавали. Они превентивно и массово гасили тех, у кого могли родиться политические амбиции и кто командовал вооруженными людьми при этом. Путин таких людей не просто не гасит, он их размножает и поощряет.
Ведь не обязательно раскол элит пройдет по экономике, по санкциям, по общему политическому состоянию страны. Раскол элит может пройти и потому, что каким-то генералам покажется, что присмыкаться перед уркой – это не то, о чем они мечтали, и что могущественные империи выглядят совсем не так. Что царь какой-то не очень настоящий, раз позволяет происходить такому беззаконию. Мы видим лишь публичные всполохи конфликтов. Когда Пригожин явно атакует генералов за то, что они не готовы быть у него на посылках, что они ему, уголовнику, недостаточно лояльны. Что происходит под ковром у этих бульдогов, черт его знает. Но можно предположить, что конфликт там только нарастает, ведь он не может не нарастать. Ведь люди поставлены в условия, где может быть только конфликт. Это значимый сюжет. И мы будем за ним наблюдать в новом году. До завтра.